Эх, ностальгия. 80-е в массовой культуре — это время экспериментов, новых звучаний, интересных режиссерских решений и более агрессивного маркетинга. Все эти мягкие электронные пады синтезаторов, аранжировки в стиле диско, модные афро-прически, красивые закаты, уютные утренние кафешки с теплым мягким освещением и неоновые вывески на входе ночных клубов. А еще это, конечно же, первая трилогия «Звездных войн», «Терминатор», «Назад в будущее». Да, хорошее было время. Наверное. Ведь меня там никогда не было, я вообще родился в 2000-х, так что как я могу судить о 80-х, если я тогда еще не жил? Но почему, пока у меня в голове всплывали все эти тезисы, меня не оставляло легкое приятное ощущение того, что я во всем этом участвовал, все это переживал по-настоящему? Если ностальгия — это тоска по чему-то родному, не обязательно по дому или городу, возможно, просто по какому-то событию или определенному человеку, то выходит, что я ностальгирую по тому времени, по которому знаю только понаслышке, значит, это не настоящая ностальгия. Возможно, но не так уж все и просто. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, а мы сегодня разберем ностальгию и то, как она связана с массовой культурой. Итак, чтобы у нас не было недосказанности, ностальгия долгое время считалась психическим заболеванием. Поздравляю, мы все больны. На самом деле и сейчас некоторые серьезные проявления ностальгии врачи принимают за тяжелую болезнь, которая может закончиться для больного даже депрессивным синдромом. Но это если вы прям убиваетесь по определенному месту или времени, живете прошлым. Иногда же вспоминать хорошее — это неплохо, даже приятно. Волноваться за это не стоит. Если вы, конечно, не швейцарский военнослужащий 17 века. Дело в том, что им было запрещено петь песни, которые исполняли альпийские пастухи на рожке во время своих долгих горных прогулок со скотом. У швейцарских военных эти песни в свое время вызывали настолько сильную тоску по своей ныне богатой горной стране, что они сбегали со службы, дезертировали и даже погибали от такой тоски по дому. Наверное, переедали вкусного швейцарского шоколада. Самый известный пример подобных «Куарайхен», именно так назывались эти песни, можно услышать в популярной увертюре из оперы итальянского композитора и любителя вкусно покушать Джоаккино Россини. Я говорю про музыку из рекламы известной марки консервированной кукурузы. В третьей части этой жизнерадостной увертюры, открывающей оперу «Вильгельм Тель», можно услышать соло английского рожка и флейты. Еще один пример швейцарской ностальгии и вновь третья часть, но уже фантастической симфонии Берлиоза и вновь соло английского рожка. Почему же швейцарские военные вспоминали о своей родине не благодаря живописным картинкам Альп, коровам со звонкими колокольчиками, которых можно встретить во всех горных странах, а по музыкальным интонациям, которые легко забываются и перебиваются любой песенкой, которую вы услышите на улице? Ученые доказали, что эмоциональная память является одним из действенных способов сохранить информацию в мозге. Мы не помним каждую нашу летнюю прогулку, но если на нас подул легкий ветер, все, мы уже запомним эти ощущения, и когда поток воздуха снова вздыбит наш хохолок, мы ощутим себя в прошлом. Музыка — это и есть эмоции, переживания исполнителя музыки и благодарного слушателя. Швейцарский инцидент — это частный случай, хотя в культуре множества стран ностальгия заняла не последнее место. Этим можно объяснить, как говорят у нас на народном отделении, любовь к источнику русской души, русским народным инструментам – домре, балалайке, баяну, хотя прототип меховых инструментов, будь то баян, аккордеон или гармошка, честно говоря, изобрели в Австрии еще в 1830-х, а первый по-настоящему русский баян был собран в Туле только в 1897 году.
Почему же этот инструмент стал настолько народным, что его даже включили в одноименное отделение в высших музыкальных учебных заведениях? Видимо, потому что на нем еще с начала 20 века играли русские народные и авторские песни, которые быстро ушли в народ, особенно в период Великой Отечественной войны. Во Франции то же самое с аккордеоном. Он повсеместно использовался на балах и прочих танцевальных вечерах, и теперь его тембр плотно ассоциируется у французов именно с этим периодом. И то же самое в Америке. Там легко можно найти любителей кантри-музыки с использованием вошборда, то есть стиральной доски, мандолины и банджо. Кстати, банджо, который изначально назывался бандора. Видимо, его создатель хотел изобрести бандуру, а получилось вот это. У меня нет информации, какой конкретно процент американцев до сих пор на полном серьезе слушает фолк-музыку у себя в магнитоле или в CarPlay. Сама картина того, как колоритный сельский житель из южных штатов заводит свой пикап, вставляет компакт-диск в магнитолу и едет в своей ковбойской шляпе спасать свою ферму от мародеров, мне кажется, уже стереотип и пережиток прошлого. Кто вообще сейчас пользуется дисками? Мне кажется, их даже никто не коллекционирует. Не говори так! Не говори! Появились стриминговые сервисы, удобные для прослушивания в любом месте, а в виде физического носителя вместе с CD-дисками крупные музыкальные дистрибьюторы предлагают приобрести виниловые пластинки. Золотая эра радио, поднявшая продажи подобных музыкальных изданий, закончилась еще в прошлом веке. Кульминацией продаж подобных пластинок стали как раз 80-е годы. Что интересно, в 2021 году продажи винила впервые за более чем 30 лет опередили продажи CD-шек. Этому феномену нет объективного объяснения. Я предполагаю, что людям вновь захотелось физически ощущать присутствие музыки, щупать ее, если так можно сказать. Хотя технически при прослушивании винила, кроме треска и помех, слушатель ничего для себя уникального не обнаружит. Наверное, как раз в этой неидеальности и есть фишка. Людей привлекает живость. Как говорится, не баг, а фича. Известные деятели искусства тоже ностальгируют по былым временам. Квентина Тарантино вдохновляют спагетти-вестерны и рок-музыка 60-х. А Ридли Скотта, например, кроме ксеноморфов, вдохновляет киберпанк. Вообще, киберпанк — это такой антиутопический жанр фантастики, который чаще все же больше относится к визуальным видам искусства. Можно сказать, это фантазия на тему того, что было бы с людьми, если бы кибернетика захватила мир. Упадок, террор или идеальный социум, в котором есть возможность реализоваться каждому. Фильм «Бегущий по лезвию» стал не просто классикой неонуара. Он еще и был признан, согласно опросу, в котором приняло участие более 60 ученых, тех самых экспертов с РЕН-ТВ, лучшим научно-фантастическим фильмом в истории человечества. Да, в этом фильме не получится услышать треки в стиле синт-вейв, который ассоциируется со стилистикой киберпанка. Часто синт-вейв еще называют ретро-вейвом. Один из корней — ретро как бы намекает на что-то из далекого или недалекого прошлого. Этим звеном являются синтезаторы, напоминающие одновременно что-то из эпохи диска и звучащие достаточно качественно, чтобы причислить их к лику современных. Например, Mini Moog или великая Yamaha DX7, которую юзали Queen, Аха и другие. Этому стилю сопутствует уникальное визуальное оформление. Теплый оранжевый свет, который чаще всего излучает солнце, отлично сочетается с холодными фиолетово-розовыми космическими оттенками, которые и придают подобным видеоклипам чувство чего-то нереального, недосягаемого. Популярным трюком в синтвейве является арпеджирование аккордов, проигрывание каждого звука поочередно, мелодически. Для должного эффекта используют джазовые аккорды, например, малый минорный септаккорд или большой мажорный. Это мажорный аккорд с большой септимой. Это минорный аккорд с малой септимой, малый минорный. Естественно, они не только в такой позиции находятся, хотя очень часто. Ну, это может быть и... и так далее.
То же самое с минорными аккордами. Ровные мелкие длительности добавляют достаточно минималистичной аранжировки движения. Барабаны в таких песнях часто перекомпрессируют, пережимают. Кроме того, битмейкеры, которые пишут в этом стиле, нередко используют сэмплы, небольшие отрезки оригинальных песен, которые зацикливают, изменяют по высоте, темпу и поверх них уже накладывают остальные дорожки. Okay, let's go. В Soviet Wave, например, для абстрактного погружения во времена Советского Союза используют вырезки из советских радиопередач, песен, фильмов и других объектов массовой культуры. Сам по себе ретро-вейв зародился в середине нулевых, но важной вехой в популяризации этого жанра стал кинематограф. В современном медийном мире музыку воспринимать в отрыве от видео не выходит. Отправной точкой для массового развития этих электронных жанров, скорее всего, стал фильм «Драйв» с Райаном Гослингом. И он не умер в конце фильма, потому что если бы он это сделал, то как бы он снялся в другом неонуарном проекте, являющемся спин-оффом фильма Ридли Скотта, о котором я уже сегодня говорил, «Бегущий по лезвию 2049». В отличие от оригинальной кинокартины, здесь с синтвейвом проблем никаких нет, хоть синтезатором жуй. После выхода «Драйва» музыкальные произведения композиторов, творивших в стиле ретро-вейв, обрели новое дыхание. Например, Ковинский — это псевдоним французского диджея с интересной выдуманной биографией. Он якобы погиб в автокатастрофе в 1986 году, но восстал из мертвых, чтобы писать электронный музон. Запоминающийся трек этого диджея можно услышать в начале «Драйва», а еще у него есть мобильная игра, выполненная в ретро-стиле. Кроме атмосферного саундтрека и приторной стилизации, здесь, правда, нечего ловить. Зато в ожидании шестой части GTA можно поиграть в Vice City, шедевр от Rockstar, ставший уже классикой игр в ретро-стиле, в котором можно потерять уйму времени на прохождение миссии с вертолетиком. Если вам не нравится угонять машины в городе, прототипом которого стал Майами, то можете поиграть в другую популярную игру — Hotline Miami. Ее разработчики признались, что вдохновились на создание этой стрелялки под впечатлением после просмотра «Драйва». Успех детективного сериала «Очень странные дела» от Netflix, вновь переносящий зрителя в 80-е, сыграл тоже большую роль в истории этого нового течения. Итак, пора все же выяснить, по какой песне ностальгирует каждое из ныне живущих поколений людей и какая композиция вызывает чувство ностальгии у всех поколений. В научной работе 2008 года из университета Лидса сказано, что далеко не вся информация сохраняется в нашем мозгу на одинаковом уровне важности. Самая значимая информация, в том числе и музыка, это то, что мы услышали в подростковом возрасте. Именно в этот период жизни у нас формируется собственное мнение, характер, вкусы, музыкальные в том числе. И в течение жизни мы так или иначе возвращаемся к тому, что узнали в эти годы. Выходит, для того, чтобы узнать, почему ностальгирует каждое поколение, теоретически, только теоретически, достаточно узнать, какой трек был популярен во время отрочества, скажем, миллениалов. Те, кто вырос в послевоенное время, скорее всего, со слезами на глазах будут вспоминать песни военных лет, которые звучали во дворах и по радио. Для западных бэби-бумеров, например, самой ностальгической песней может стать «Yesterday» от Beatles. А вот в Советский Союз эта песня пришла уже намного позже из-за цензуры, поэтому ностальгировать по ней, если и будет, то уже другое поколение. Миллениалы, возможно, ностальгируют по Нирване и трекам Эминема, а мое поколение, Z, представители которого родились уже в эпоху активного использования интернета, будут ностальгировать, вероятно, по Somebody That I Used To Know. Многие зарубежные сайты, кстати, сходятся во мнении, что это самая ностальгическая песня для всех ныне живущих людей. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. По популярности, с которой может сравниться разве что Yesterday. Жителям постсоветского пространства песня Готи может быть мало знакома, зато песню «Позвони мне, позвони» знает каждая собака во дворе хрущевки. Позвони мне.
Позвони. Я не буду звонить. Конечно, единогласно назвать самую ностальгическую песню просто невозможно. Прийти к единому мнению по этому вопросу мешает множество факторов. У меня есть предложение. Напишите в комментариях, по какой песне ностальгируете именно вы. Моя ностальгическая песня – джазовая Manhattan Serenade в исполнении Джо Стаффорд, написанная в 1928 году. Да, настолько я стар. Впервые я услышал ее в аранжировке Скотта Брэдли в одном из эпизодов мультсериала «Том и Джерри», в котором мышонок уезжает из захолустья, чтобы искать новые возможности в мегаполисе. Именно эта серия с запоминающимся саундтреком отложилась у меня в памяти и напоминает теперь о моем детстве, когда я пересматривал сотню раз одни и те же серии, потому что единственным способом провести досуг за телевизором были телеканалы с мультиками и CD, которые обновлялись у нас достаточно редко. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания!